Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сейчас мы будем делать очень вкусные квашеные огурцы, как бочковые, на зиму. Это холодный способ, без кипятка, без уксуса. Огурцы получаются великолепные, только нужно взять хороший сорт именно для закупоривания, потому что салатные огурцы сюда не пойдут. У меня уже есть старый рецепт, у которого уже больше 2 миллионов просмотров этих огурцов. И еще один есть ролик этого же рецепта, только в пластиковых бутылях. Просмотров у всех очень много, больше 2 миллионов. Но за это время накопилось много вопросов. Люди постоянно что-то пишут. И я решил этот рецепт повторить. И попутно буду отвечать на часто задаваемые вопросы. Огурчики вот я купил сегодня утром. Хорошие. Прям сегодня сорванные, плотные. Все в пупырышку, колючие, очень хорошие. Готовится все очень просто. Рецепт простейший. Нам для этого нужны только хорошие огурцы. И зелень пойдет та, которую вы обычно кладете себе при закупорке огурцов. Что вы обычно кладете, то и берите. Не надо подстраиваться, например, под мой набор. Я для этого взял хрен, листья. И тут небольшие корешки, укроп, чеснок и острый перец. Еще понадобится соль. В первую очередь нам нужно развести рассол. Для этого на литр воды берем 100 грамм соли. То есть на 10 литров воды килограмм соли. 10 литров воды высыпаем. Вода холодная. Не кипяченая, обычная вода с крана. Если у вас вода в кране течет плохая, то берите колодезную, хоть с горной речки, какую угодно, какая вас устраивает. Соль нужно здесь хорошо растворить, хорошо, чтобы не было осадка. Ну вот какие-то такие большие листья, как вот хрен, например, вместе со стеблями. Желательно заранее порезать в какую-нибудь чашку, чтобы можно было оттуда брать. Можно все это, естественно, смешать сразу с перцем, если вы хотите, чтобы огурцы у вас были совершенно одинаковые. Ну вот я в разные порежу и буду частями раскладывать так, как мне захочется. Режем все вместе со стеблями. Они тоже свой отличный аромат дают. Особенно вот хрен хороший вкус дает, резкость. Вот его желательно в огурцы класть обязательно. Также режем укроп вместе с зонтиками и со стеблями. Укроп должен быть обязательно вот с зонтиками. Обязательно. Иначе обычный зеленый укроп, он вкуса, запаха практически не даст. Нужен вот этот очень ароматный. Такой же зрелый укроп. Банки при такой засолке стерилизовать не надо. Потому что мы все будем делать в живом варианте. Кипятком заливать не будем. Поэтому стерилизация здесь никакого эффекта не поимеет. Просто хорошо их помыть и все. Многие спрашивают, можно такими крышками? Я больше люблю вот такие крышки, которые закрывают прям наглухо. Хотя я сейчас буду тоже некоторые огурцы закрывать такими крышками, специально на пробу. Но мне больше нравятся эти крышки. Объясню сейчас почему. Здесь идут живые процессы. Когда вы огурцы закрываете, там еще иногда продолжается небольшое брожение. Но когда крышка плотно, хорошо закрыта, она может быть немного надуется и на этом остановится. Или если ее уже сорвет, вы будете понимать, что там сильное было брожение, и тогда нужно просто будет взять и банку долить водой и перекупорить. А здесь вариант какой? Эти крышки, они не очень сильно держат.
вы ее можете закрыть и не увидеть, что она подтравливает рассол, будет потихонечку стекать. Надо их просто очень хорошо тогда контролировать. Хорошо закрывать. Еще в чем проблема? Эти крышки не очень хорошо держат при закрытии. Вот начинаете заворачивать, и резьба срывается. Уже много раз такое было. И почему-то именно крышки, которые вот продаются для купорки, они вот такие слабенькие. А крышки, вот, которые были от промышленных каких-то консервов, они более мощные, они держат лучше, они не срываются. Вот я часть использую такие, которые вот там остаются после сметаны, еще после чего-нибудь. Ну вот принцип такой. Почему я люблю больше вот эти крышки. А так, закрывать я буду такими тоже. И еще, мне многие там пишут, почему я прям с упаковки беру крышку и не мою ее, или такую крышку беру, не мою, сразу закрываю. Потому что нужно знать, как эти крышки изготавливаются. Если вы считаете, что вы у себя там эту крышку возьмете своей грязной губкой там жирной, поелозите с мыльцем, то вы на нее еще больше насадите бактерий. Эти крышки производятся все в автоматическом режиме, на автоматической линии. Чистейший металл рулонный закатывается после горячей обработки. Сверху вот это все покрытие, это все тоже на горячую покрытие вот это идет. Поэтому фактически эти крышки и эти тоже, они получаются стерильные, как шприцы. И еще хочу сказать, если вы думаете, что на каких-то предприятиях больших при консервировании сидит там вереница бабушек, которые моют крышки перед закрыванием, то вы глубоко ошибаетесь. Туда приходят точно такие же крышки с линии, с завода. И этими же крышками они закрывают всю свою продукцию, которая идет в продажу. Так что хотите мойте. Я не мою, потому что я знаю, что они чистые. Мало того, они все в заводской упаковке, в пленке. Поэтому можно из-за этих крышек не переживать. Ну и теперь начну с самых красивых огурчиков, вот такие вот корнишончики. Буду маленькую баночку делать под винтовую крышку. Чеснок я режу обычно, потому что он так лучше отдает свой запах. Кто-то кидает целиком, ну я целиком не люблю кидать, потому что, ну в общем-то, с него мало что потом выделяется. Так получается ароматнее. Потом берем вот хрен. Тоже вместе со стебельками. Тоже сюда же. Люди у меня там тоже спрашивают, а если взять это все дело в большой кастрюле, заквасить и после уже заквашенные огурцы разложить по банкам. Кто-то даже так делает. Но на мой взгляд это неудобно, потому что здесь я вот уже сюда положил зелень, чеснок, и я его отсюда вынимать уже не буду. В таком же виде у меня банка будет закрыта уже на зиму. А там придется, если вы сделали в большой кастрюле, вы огурцы выбрали, разложили по банкам, и там остается вот это вот месиво из всех этих трав, их тоже желательно раскладывать по банкам. Ну, мне кажется, не очень приятно будет там возиться, это все вот такое мокрое, все это раскладывать. И главное, нужно делать так, чтобы этого всего опять хватило на банки. Чтобы пропорции соблюдать. Ну вот, перчик острый сюда же. Ну и вот из таких вот ингредиентов, из трав, больше я сюда класть ничего не буду. В прошлый раз я ложил тархун, сейчас я его класть не буду. Ну и набиваем баночку. Представляю, как зимой будет приятно открыть такую баночку с хрустящими огурчиками, да под запотевшую бутылочку. Ой, как это будет вкусно. Ну вот, один слой уложили. Еще
учитывайте, что огурцы после сквашивания, их становится меньше, они как бы сжимаются немножко. Поэтому какую-то банку все равно придется разделять и докладывать по остальным банкам. Ну и опять можно немножко сюда укропа, хрена. И еще слой огурчиков. Ну вот так получилось. Вот. Совсем маленькие огурчики. Они, конечно, еще усядутся. Но потом, если что, я доложу. И теперь просто пока, чтобы они не мешали, вот я их откладываю. Также делаем теперь под вот такую крышку, под закатку. Чеснок. Количество это вы варьируете, как вам нравится. Потом еще люди спрашивают, что за время квашения это примерно 3, 4, 5 дней. И люди переживают, что потом этот рассол сливается, и с ним сливаются все витамины, весь вкус вот от хрена, там, от зелени, от чеснока. Ничего не переживайте, ничего не сливается, не смывается. За это время они остаются такими же вкусными. Можете вытащить потом и попробовать любой ингредиент. Он будет хрустеть, он будет с запахами, он будет вкусный. За 3, 4, 5 дней ничего там такого страшного не происходит. Поэтому за это не переживайте. Но этот способ, вот на мой взгляд, при консервировании на зиму самый вкусный. Ничего вкуснее я просто еще не делал. У меня те огурцы, которые я делал, всякие там с уксусом маринованные, с водкой, да, они вкусные по-своему, но не такие вкусные, как эти. Поэтому эти у меня закончились уже давно. А те еще стоят в гараже и здесь в кладовке дома. Вот, в общем-то, и разница. Эти огурцы улетают первыми, и их нужно делать много. Но все зависит от сорта. Если возьмете плохой сорт, огурцы будут плохие. Хотя они даже и мягкие, вкусные. Вот если вдруг эти огурцы становятся мягкими, я их по какой-то причине, вот я предполагаю, что это какие-то огурцы, может там селитрой их кормили, еще где-нибудь, потому что все равно покупаешь, не знаешь, какие тебе продадут. Вот. Но даже те огурцы, если они вдруг пустые внутри или мягкие, они вкусные, они резкие, они кислые, они очень хорошо идут на салаты, в рассольник, в общем, в супы всякие. В общем, их тоже можно использовать, не проблема. Желательно, чтобы вот все-таки зелень была внизу. Потому что когда мы будем огурцы промывать, мы будем сливать рассол, промывать их, чтобы сверху зелени не было, потому что она просто будет сливаться, ее неудобно будет все это промывать, оно все будет через пальцы вытекать. А так оно внизу так и останется. Поэтому перед закупоркой это удобный вариант, когда вся зелень снизу или где-то в середине. А сверху лучше ее даже не класть. Теперь просто накрываем крышкой и опять в сторону. Соль полностью растворилась. Напоминаю, рассол здесь насыщенный. 100 грамм соли на литр воды. Килограмм соли на 10 литров. Рассол пересоленный. Нам такой и нужен. Что многие сразу не разберутся в рецепте, пишут, что это слишком соленое. Нет, это не соленое, так положено. Это именно технология самого рецепта. Заливаем сначала пересоленным рассолом. Вот теперь каждую баночку под горло заливаем. И неплотно закрываем крышкой,
чтобы была возможность выхода газа. Потому что когда они забродят, будет выделяться углекислый газ, и чтобы он не подрывал крышки, нужно оставлять небольшой зазор. Все огурцы заливаем вот холодным рассолом. Ничего кипятить не надо. После мне некоторые пишут, что я делаю там, сливаю, заново кипячу, опять заливаю. Люди, это совсем другой рецепт. Это не то. Я понимаю, я так тоже делаю, тоже кипячу и заливаю, но это другие рецепты. Там соли намного меньше. Это совсем другой принцип засолки огурцов. Поэтому здесь совсем все делается по-другому. Не удивляйтесь. Просто попробуйте один раз. Если вам это понравится, будете делать такое постоянно. И теперь эти огурцы нужно куда-нибудь поставить в удобное место. Обязательно под них подложить какое-нибудь полотенце или поставить их в какие-нибудь тазики, потому что брожение будет, с них будет все равно что-то вытекать. Поэтому надо как-то предостеречься. Особенно если у вас какие-нибудь деревянные полы. У меня здесь плитка, мне как бы это не важно, даже если что-то вытечет. Но если у кого-то полы деревянные или ламинат, или паркет, то, естественно, просто так банки ставить на них не надо. Обязательно куда-нибудь поставьте, в какой-нибудь тазик, потому что это будет бродить. И я так сейчас заливаю теперь все банки с огурцами полностью холодным рассолом и оставляю на брожение при комнатной температуре. Бродить будет от 3 до 5 дней. И это нужно будет смотреть. Нужно будет смотреть по интенсивности брожения. Потому что сначала оно пойдет сильное, потом оно будет угасать. И вот когда угаснет брожение, тогда перейдем на следующий этап. Все делается очень просто. Греть, кипятить ничего не надо. Все делается на холодную. Для лета это идеальный способ закупорки огурцов на зиму. И самое главное, они получаются очень вкусные. Еще почти все спрашивают, будут ли эти огурцы стоять при комнатной температуре. Будут. У меня огурцы такие стояли до 3 лет в кладовке на жаркой стороне. Там всегда солнце, температура летом до 40 градусов. И стояли спокойно совершенно. Ничего не взрывалось. В общем, огурцы ведут себя прекрасно, если все правильно делаете. Не надо ничего своего добавлять. Кто-то там пишет, я горчичку добавлю там или еще что-то. Я не считаю, что горчицу надо добавлять, потому что она имеет все-таки бактерицидное свойство. Не факт, как будет происходить брожение вместе с горчицей. Будет ли она вообще бродить с ней. Поэтому вот я не советую добавлять горчицу. Может, кто-то делал, делайте, если у вас получилось. Вот себе я такое делать точно не буду. Какие-нибудь там аспиринчики, там еще что-то люди там пытаются там в свое вкрутить. Потом пишут, мы сделали точно так же, и у нас все взорвалось, мы все огурцы выбросили. Такого быть не может. Если правильно все сделали, огурцы не выбрасываются. Они получаются нормальные. Значит, что-то свое добавили, чего-то недопоняли и что-то сделали не так. Некоторые там совсем неадекватные тетушки в комментариях пишут, что такого быть не может. Не ведитесь, это развод. Ну, это скудоумие. Просто человек не понимает процесса, но зато хочет свое веское «я» вставить. Ну вот столько получилось банок с огурчиками. Все они уже залиты рассолом. Сегодня 11 июля. Вот ждем еще 3, 4, 5 суток. Ну вот сегодня 13 июля. Второй день, когда огурцы я залил рассолом. Вот примерно со вчерашнего вечера они начали мутнеть, рассол стал мутнеть. Это говорит о том, что началось брожение. Вот
второй день вот так вот это выглядит. Поэтому учитывайте начало брожения примерно со второго дня. Вот пена появляется. Так и должно быть. Вот. Поэтому учитывать надо не с того дня, когда вы залили рассолом, а с того дня, когда рассол помутнел, огурцы начинают вот такой желтоватый вид принимать. И это уже говорит о том, что брожение начинается. Вот от этого времени нужно смотреть минимум 3 суток, если жарко. И далее уже по температуре и по интенсивности брожения смотреть, насколько это будет долго. В среднем где-то от 3 до 5 суток. Если прохладно, может быть дольше, до 6 суток. Если жарко, то на 4-е сутки может брожение уже такое интенсивное прекратиться. Но это нужно смотреть. Сейчас оно только начинается. Вот здесь посильнее, эти еще огурцы только-только начинают. Это разные партии огурцов. В разных местах я их покупал. Поэтому вот так вот получается, что какие-то огурцы быстрее начинают бродить, какие-то медленнее. Сегодня 17 июля. Активная фаза брожения уже прошла. Начали огурцы бродить 13 июля. Вот сегодня видно, что уже на огурцах выпал осадок. И здесь видно. Это разные партии огурцов. Вот эти стали чуть-чуть позже бродить, большие. Мелкие огурцы стали чуть-чуть раньше. Ну, в общем, они все отбродили уже. Сверху здесь прям уже стала плесень покрываться. Ну, это нормальное явление. Вот. И вот в другой партии то же самое. Если раньше здесь шли пузырьки газа углекислого, то сейчас уже ничего такого активно не идет. И молочно-кислые бактерии вот уже оседают. Они уже отработали. И все, они не активны. Так что сейчас переходим к окончательной стадии закупорки огурцов. Теперь следующий важный этап. Не такой, как в других рецептах закупорки огурцов на зиму. Мы берем и этот рассол мы сливаем. Он слишком соленый, перенасыщенный. Это было сделано специально. Огурцы уже напитались солью. Молочно-кислые бактерии их обработали. Все уже напитано молочной кислотой. Нам этот рассол уже не нужен. Мы его просто сливаем. И вот показываю. Вот осадок. Это вот весь осадок белый. Это молочно-кислые бактерии. Они уже отработали. Их нужно вымыть. Моем все холодной водой. Почему я говорил, что все специи лучше положить вниз? Потому что вот они придавлены сейчас огурцами. И они не будут вымываться. И хорошо споласкиваем. До чистого состояния. Чтобы все здесь было дно прозрачное, чтобы не было белого налета. Вот. Еще какой момент. Пока огурцы квасились, вот они присели. Берем другую банку, тоже сливаем. И тоже хорошо промываем.
Запах очень хороший. Настоящих квашеных огурцов, как из бочки. Ну вот в среднем огурцы квасятся от 4 до 6 дней. И вот этим хватило 4 дня. Крышки тоже промываем, просто под проточной водой, холодной. Ничего стерилизовать не надо. Теперь какую-нибудь банку докладываем огурчиками из другой банки. В принципе, это можно и не делать. Ну, просто ради экономии места и банок. Вот так вот поплотнее забиваем. Огурчики прям прелесть. И они хрустят. Вот на них, в общем-то, квашение пока никак не повлияло. Они хрустят, они плотные, хорошие. Эту банку пока в сторону. Крышку тоже. Теперь, самое интересное. Берем огурцы, наполняем обычной чистой водой из крана. У нас в городе вода достаточно нормальная, чистая, питьевая, без лишнего запаха. Хлоркой уже у нас давно воду не хлорируют, поэтому ничего лишнего в этой воде нет. Можно сразу заливать ей. Если у кого-то в городе или там, где вы живете, вода совсем плохая в кране, наливайте любой водой, колодезной, покупной, какой угодно. Теперь берем, стучим немножко, чтобы пузырьки воздуха вышли. Тоненькой струйкой наливаем так, чтобы была прямо горка воды. Можно даже взять отдельно кружку и прям доливать. Это важно. Важно, чтобы как можно меньше было там воздуха. Теперь накрываем и сразу закатываем. Все, вот такие получились огурчики. Воздух там, конечно, еще есть. Он и будет, потому что все равно немного остается под крышкой. Это уже не страшно. Так делаем все огурцы. Ничего здесь кипятить, ничего здесь заново рассол разводить не надо. Здесь уже рассол не нужен. Второй раз мы заливаем чистой водой. Совершенно чистой водой. Все. Это уже готовый вариант. Мы их откладываем. Еще примерно неделю ждем, чтобы понаблюдать. Потому что процессы здесь все живые. Мы здесь ничего не кипятим. Поэтому вполне возможно, может процесс брожения еще продолжаться или возобновиться. Бывает такое, что они не добродят. Это не страшно. Огурцы откладываем пока на видное место, там, где они квасились, и наблюдаем за ними примерно неделю. После этого их уже можно убирать в кладовку на долгое хранение. Хранятся они при комнатной температуре. Никакой погреб им не нужен. Еще раз повторяю, погреб не нужен. Храните где угодно. У меня такие огурцы хранились по 3 года в обычной кладовке, в которой летом жара до 40 градусов. И они спокойно там лежали. Простейший способ. Огурцы получаются как бочковые. Очень вкусные, хрустящие, кислые. Пойдут на любые салаты, на закуску, куда угодно. И вот специально показываю банку с винтовой крышкой. То же самое делаем все. Сливаем и промываем. Впоследствии
вот когда уже банка будет закрыта, там может идти слабый процесс брожения. Это не страшно, вы не переживайте. Даже может выпасть небольшой осадок белый на огурцы. Это тоже не страшно. Лишь бы это не было опять бурно, чтобы крышку не сорвало. Ну вот так достаточно. Крышку моем. И огурцы опять закладываем из другой банки. Опять наливаем водой холодной. Какую воду хотите, такую берите. Хоть из горной речки. Если у вас в реке течет хорошая вода, берите воду оттуда. Хоть из колодца. В общем, любую питьевую воду, которую вы пьете. И крышкой закрываем. Аккуратненько. Поплотнее, чтобы так, как вы делаете на горячую. Чтобы крышка плотно села. Ну вот. Но теперь объясняю, почему я считаю, что такими крышками лучше. Если здесь возобновляется процесс брожения, то здесь по крышке сразу видно, что газы начали поддувать здесь крышку. Она будет немного выпуклая. Это сразу заметно. Эти крышки, они достаточно слабые. Плюс они еще вот такие все разрисованные. И если крышка немного надуется, то это трудно заметить. Вот на них нужно больше внимания обращать. Просто щупать, чтобы они были плоские и хорошо закрыты. Потому что если там достаточное давление создается, эта крышка выдержит любое давление, пока ее не сорвет вообще. Здесь она может потихонечку где-то травить, и рассол будет травиться, и газ будет травиться, и вы можете не заметить, что огурцы у вас немного технология нарушилась. Если возникает ситуация, когда брожение будет продолжаться немного, или оно возобновилось снова, а такое может быть, потому что огурцы разные, по-разному себя ведут, и здесь все равно все процессы остаются живые. Вот сейчас здесь все равно есть еще молочно-кислые бактерии, они еще будут в работе. Поэтому, если вот крышку немного надуло и процесс остановился, вы увидели, что белый осадок на огурцы немного сел, больше крышку не дует, она чуть-чуть надулась и все. Больше эти банки открывать не надо, ничего больше с ними делать не надо. Немного понаблюдайте еще, недельку. Если ничего, крышку не сорвало, ничего не подтекает, все, убирайте на хранение, даже если немного надулось. Если видно, что крышка надувается очень сильно, если видно, что там пузырьки идут, что начинается такое активное брожение или продолжается, то открываете крышку, заново сливать здесь ничего уже не надо. Просто добавляете воды, опять горкой и новой крышкой закрываете. Винтовой закрывайте той же самой. Но просто я же говорю, с винтовой нужно более аккуратно смотреть, более внимательно. Здесь будет все ясно на 100%, потому что эти крышки очень мощные. Держат они прекрасно. Вот, в общем-то, такие особенности здесь. На горячую это не делается. Огурцы получаются очень вкусные. Кто не пробовал, попробуйте. Первый ролик, который я выпустил по этим огурцам, он был, по-моему, в 2016 году. Вот люди уже 3 года делают. Очень многие делают люди. У всех все получается. И огурцы получаются прекрасные. Все рады. У кого-то что-то не получилось. Смотрите, или у вас были огурцы неправильные, какие-нибудь салатные, или, как всегда, кто-то что-то добавляет свое. Пытаются туда сахара бухнуть, или горчицы, или еще чего-то. В общем, этого делать не надо. Делайте все по рецепту, и у вас все получится. В общем, огурцы получаются прекрасные. Вот они такие на вид,
они такие будут и через 2 года, и через 3 года. Я специально в этом году еще раз повторил этот рецепт, чтобы люди поняли все тонкости закупорки таких огурцов. Потому что с первого моего рецепта, с первого ролика очень много было вопросов. Очень много было вопросов. Люди не понимали, как это получается. Люди там возмущались, что это фейк, что такого быть не может. И такие огурцы никогда не получатся, они взорвутся. Многие писали, что мы там мешками выбрасывали огурцы. Я так представляю, что они вообще их не делали, а просто из-за вредности писали, что у них ничего не получилось. Потому что кто на самом деле все это делал, у тех людей все получилось, и все довольны и рады этими огурчиками. Так что пробуйте, и у вас все получится. Только делайте все по рецепту, не надо ничего самим изобретать. Ну вот огурцы я закрыл. Времени ушло на все около часа. Все делается очень быстро и просто, без кипятка. Вот столько получилось баночек. 7 банок 700-граммовых высвободилось, потому что огурцы после сквашивания становятся меньше, более гибкие, и их в банке приходится докладывать из других банок. Теперь я их опять ставлю примерно на неделю на вот эти же поддоны, где они стояли, для наблюдения. Если они за неделю не начнут заново бродить, значит все нормально, можно убирать в кладовку, в любое место, они будут храниться при комнатной температуре. Если вода сейчас немного помутнеет, ничего страшного, просто наблюдайте. Она потом осядет. Если сильно вздулись или сорвало крышки, тогда открывайте. Воду сливать эту не нужно уже. Просто доливайте опять горкой воды и закрывайте новой крышкой. И все будет нормально.